Всем привет, в эфире Даша, и сегодня я продолжу рассказывать про боевые машины, созданные в Советском Союзе, и на очереди сегодня БТР-60, первый привычный нашему взгляду четырехосный бронетранспортер, и в этом видео я расскажу, зачем была нужна такая машина, какую хитрость придумали его создатели, чтобы заставить этот БТР двигаться, и чему обрадовались военные, увидев эту боевую машину. А также ты узнаешь, что БТР-60 на самом деле не существует. Итак, пошли смотреть. И да, в этом видео ты увидишь настоящие БТРы из станкового музея в Кубинке. Собственно говоря, бронетранспортера под обозначением БТР-60 не существует. Под этим названием обычно объединяют целое семейство бронированных транспортных машин от БТР-60П до БТР-60ПБ, созданное в СССР в конце 50-х годов прошлого века. Первый советский серийный четырехосный колесный бронетранспортер был создан в КБ Горьковского автозавода. Проектирование машины началось в 1956 году, а в 1958 году был изготовлен первый опытный образец бронетранспортера ГАЗ-49. Машина получила открытый сверху сварной водоизмещающий корпус, 8 ведущих колес, водометный движитель и вооружение в виде пулемета. Особенностью бронетранспортера было наличие двух двигателей и двух независимых трансмиссий. На первых опытных образцах использовался рядный шестицилиндровый карбюраторный двигатель ГАЗ-40П, форсированный вариант двигателя грузового автомобиля ГАЗ-51 мощностью 90 лошадиных сил. Однако он оказался слишком слабым, хотя по остальным показателям вполне устраивал. Для обеспечения необходимых ходовых качеств двигатель должен был быть вдвое мощнее, и выбор пал на дизель ЯАЗ-206Б, развивающий мощность до 205 лошадиных сил. Но этот двигатель, имеющий чугунный блок цилиндров, оказался слишком тяжелым. И для выхода из сложившегося тупика конструкторы приняли неожиданное решение – установить на БТР два двигателя ГАЗ-40П. Двигатели были смонтированы параллельно, и каждый со своими обслуживающими системами на одной общей раме в корме корпуса. Каждый из двигателей через свою механическую трансмиссию обеспечивал привод колес двух мостов. К концу 1959 года опытный образец бронетранспортера со сдвоенной силовой установкой был готов. Внутренняя приемная комиссия Минпромавто, принятая конструкторами решение, назвала авантюрным и безграмотным, но идея дублировать двигатель и трансмиссию привела военных в полный восторг. При выводе из строя одного из двигателей БТР мог продолжать двигаться со скоростью до 60 км в час по шоссе. И это решило дело. Новый бронетранспортер был принят на вооружение советской армии приказом министра обороны СССР от 13 ноября 1959 года под индексом БТР-60П. Серийное производство БТР-60П началось на ГАЗе в 1960 году, и уже в середине года первые машины начали поступать в войска. В 1963 году был создан модернизированный вариант бронетранспортера БТР-60ПА или ГАЗ-49А, у которого вместо съемного брезентового тента появилась броневая крыша. Корпус был выполнен полностью герметичным, и для доступа в бронетранспортер были предусмотрены 4 верхних люка с бронекрышками. Численность перевозимого десанта сократилась до 12 человек, зато существенно возросла степень его защищенности, особенно в условиях применения оружия массового поражения. Вооружение машины не изменилось, однако впоследствии на части машинах пулемет СГМБ заменили на ПКБ. Боевая масса машины возросла до 10,2 тонн. Серийный выпуск БТР-60ПА осуществлялся с 1963 года по 1966, а в 1965 году на производственном конвейере. Его сменил бронетранспортер БТР-60ПА-1 с усовершенствованными агрегатами силовой установки и силовой передачи. Его серийное производство продолжалось до 1966 года. Бронетранспортеры семейства БТР-60 начали поступать в войска в начале 60-х годов, быстро вытесняя БТР-152 из дивизии первого эшелона. Несколько позже эти машины были взяты на вооружение морской пехоты и пограничных войск. В 1964 году на вооружение был принят бронетранспортер БТР-60ПБ, и эта машина является последней и наиболее удачной модификацией бронетранспортера БТР-60. Серийное производство БТР-60ПБ осуществлялось на ГАЗе в 1965 году по 1976. В сухопутные войска они начали поступать в середине 60-х годов, а позже и в морскую пехоту, и в пограничные войска. БТР-60ПБ приняли участие в операции по вводу войск стран Варшавского договора в Чехословакии в 1968 году.
в советско-китайском пограничном конфликте в районе острова Даманский в 1969 году, а позже и на начальном периоде афганской войны. Из стран Варшавского договора БТР-60ПБ находились на вооружении только в ГДР, Венгрии и Болгарии, но активно поставлялись в страны Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии и широко применялись в боевых действиях в этих регионах. В ряде стран мира эти бронетранспортеры находятся на вооружении и поныне. По компоновке и форме броневого корпуса, а также всех основных узлов и агрегатов силовой установки, трансмиссии, ходовой части и водоходного движителя БТР-60ПБ не отличался от своих предшественников бронетранспортеров БТР-60ПА и БТР-60ПА1. Главным его отличием стало размещение на крыше десантного отделения башни со спаренной установкой пулеметов КПВТ калибра 14,5 мм и ПКТ калибра 7,62 мм с прицелом ПП-61АМ, а первоначально ПП-61А. Башня была разработана в начале 1960-х годов в Тульском КБ приборостроения, а ныне НПО «Точность», и принята на вооружение вместе с бронированной разведывательной машиной БРДМ-2 в 1962 году. Бронетранспортеры семейства БТР-60 имеют несущий сварной бронекорпус с плоским дном, передним расположением отделения управления и кормовым размещением силовой установки, 4 ведущих моста с независимой подвеской всех колес. В каждом колесе есть внутренний редуктор, использующийся для увеличения дорожного просвета. По воде машина передвигается как за счет гребного эффекта вращающихся колес, так и при помощи специального водометного движителя реактивного типа. Колеса первой и второй осей управляемые, а рулевое управление имеет гидроусилитель. В подвеске используется 8 торсионных валов и 12 телескопических гидроамортизаторов. На крайних узлах подвески установлено по 2 гидроамортизатора. Пулестойкие шины большого профиля имеют центральную систему регулирования давления воздуха, а широкая колея позволяет двигаться за танками, а 4 равномерно расположенных оси дают возможность преодолевать рвы шириной до 2 метров. Двигатели ГАЗ-40П смонтированы параллельно, каждая со своими обслуживающими системами на одной общей раме в корме корпуса. Каждый из двигателей через свою механическую трансмиссию обеспечивает привод колес 2 мостов. Правый двигатель по ходу машины осуществляет привод колес 1 и 3 мостов, а левый двигатель 2 и 4. Трансмиссия каждого двигателя включает однодисковое сухое сцепление с гидравлическим приводом управления, 4-скоростную коробку передач, двуступенчатую раздаточную коробку, главные передачи 2 ведущих мостов с кулачковыми дифференциалами повышенного трения, 4 колесных редуктора и карданные передачи, соединенные между собой агрегатами трансмиссии. Обе коробки передач имеют коробки отбора мощности. С их помощью и с помощью карданных передач мощность 2 двигателей суммируется в редукторе водометного движителя. Отбор мощности на лебедку, установленную в передней части корпуса, осуществляется от передней раздаточной коробки. Лебедка имеет длину троса 50 метров и максимальное тяговое усилие в 4500 кг/с. Штатное вооружение бронетранспортера БТР-60П состоит из 7,62 мм пулемета СГМБ, который может устанавливаться на кронштейн лобового и бортового листов корпуса. Вооружение БТР-60ПА не изменилось, однако впоследствии на части машин пулемет СГМБ заменился на ПКБ. С 1965 года КПВТ – основное оружие отечественных колесных бронетранспортеров. Автоматика пулемета использует энергию отдачи ствола при его коротком ходе. Темп стрельбы 550-600 выстрелов в минуту. Питание пулемета из металлической нерассыпной ленты с замкнутым звеном, составляемой из кусков по 10 звеньев. Цельная дальность стрельбы прямой наводкой 2000 метров. Пулемет используется для борьбы с легкобронированными наземными целями, огневыми точками и целями, расположенными за легкими укрытиями полевого типа, с низколетящими самолетами и вертолетами. И вот такой у меня получился рассказ про родоначальника современных БТРов. Напиши в комментариях, про какую боевую машину тебе рассказать в следующем видео. А также загляни на мой второй канал Dasha Models, где я сама собираю модели отечественной и зарубежной военной техники. Ну и, конечно же, гражданские машины. Увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока. Поставьте лайк, пожалуйста.